Национальный центр «Россия» – пространство гордости за свою страну и людей, которые в ней живут. Аналогов ему в мире нет. Здесь работает постоянная экспозиция «Путешествие по России». Это наглядная демонстрация достижений нашей страны в прошлом и настоящем. С момента открытия Национального центра в ноябре 2024 года прошло более 10 выставок. Мы сотрудничаем с лучшими производителями страны. В универмаге «Россия» можно найти продукцию, созданную руками и сердцем. В гастрономических рядах представлены кухни народов России. Через вкус можно многое узнать о стране, ее традициях и культуре. Национальный центр – это сотни культурных, образовательных, деловых и международных событий, важных для всего мира. Мы соединяем сердца на первом, единственном в мире свадебном фестивале. Это бережное сохранение традиционных семейных ценностей. Мы бережно храним память о подвигах героев и объединяем людей со всех уголков России, создавая живую связь прошлого, настоящего и будущего. Особое внимание уделяем молодежи и развитию их профессиональных навыков. В школах юного экскурсовода и журналиста мы признаемся в любви к родине. В 2029 году откроется новое здание Национального центра в Москве. Известное дело с картинки в твоем букваре. А эта картинка про дом, про детство, про родителей, про место, в котором ты росла, воспитывалась. А я росла и воспитывалась в многонациональе. И поэтому для меня это родина, да, малая, но она родина. Где мы дружили со всеми ребятами совершенно разных национальностей. И слово «национальность» мы вообще не знали. Нам было просто всем хорошо. Вы знаете, мы сегодня формируем стратегию под названием «Тульская область. Территория семейного счастья», поэтому я с своей стороны скажу, что Родина, безусловно, начинается с семьи. Именно в ней истоки формирования духовно-нравственных ориентиров, уважения к семейным традициям и ценностям, патриотизма и любви к Отечеству. А значит, именно в семье закладываются основы будущего нашей России. Для меня Родина начинается с любви. Любви к родителям, близким и тем, кто растил и воспитывал меня в детстве. Затем эта любовь расширяется к своему дому, культуре и традициям, которые связывают меня с моим наследием. А продолжается Родина в детях. Потому что Родина – это не только место, это состояние души, в котором живет тепло, забота и любовь. Ну что ж, добрый день, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас в Национальном центре «Россия». Наша сегодняшняя встреча посвящена обсуждению инициативы Национального центра, приуроченной к Году Единства народов России, объявленному президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Сегодня в нашей пресс-конференции принимает участие, прошу приветствовать, генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Сергеевна Виртуозова и также генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Федоров Валерий Валерьевич. Добрый день. Коротко о том, как пройдет наша встреча. Коллеги представят вам результаты двух исследований. Национальным центром «Россия» в мае-июне проведен всероссийский опрос «С чего начинается Родина?». Аналитическим центром ВЦИОМ, партнером проекта, проведено исследование «Образ Родины в представлении россиян». После презентации у представителей СМИ будет время задать вопросы спикерам. Предлагаю приступать. Уважаемая Наталья Сергеевна, так с чего, по мнению россиян, начинается Россия? Я думаю, что об этом больше скажет Валер Федоров, потому что он провел большую работу, и, наверное, его ответ будет более честный и более объективный, потому что я знаю, что Валер очень большую работу провел, задавая этот вопрос. Ну и Национальный центр «Россия», понимая, что есть темы, которые близко каждому человеку абсолютно, и это, безусловно, Родина. И в 2026 году наш президент Владимир Владимирович Путин объявил год, 2026 год, годом единства народов. У нас уникальная страна, в России живет более 190 этносов, этнических групп, но у всех у нас одна Родина.
Мы можем говорить на разных языках, разные обычаи, по-разному женимся, выходим замуж, по-разному. Очень много у нас разного. Но Родина у нас одна. И Национальный центр России именно в этот год, год единства народов России, запустил проект, всероссийский проект «С чего начинается Родина?». Этот проект, он из нескольких этапов. И первый этап — это опрос. На сайте Национального центра России Russia.ru мы запустили такой опрос, с чего начинается Родина. Он продолжается. Более 700 человек уже приняли участие из 71 региона. И для нас там можно в виде видеообращения оставить ответ. И для нас, конечно, очень приятно, что много молодежи отвечает, задумывается и отвечает, приняли участие в этом опросе. Мы тоже проанализировали то, что на нашем сайте, то, как отвечают на нашем сайте, и видим 7 основных тем. Это семья, традиционные ценности, молодежь, дети, патриотизм, уют, благополучие и инновации. Но знаете, что очень приятно, что вот мы смотрим, слушаем, что говорят молодежь, все чаще и чаще молодые люди говорят, что в первую очередь это семья. Ну а семья — это традиционная ценность, наверное, главная ценность нашей страны. Поэтому это очень приятно. Ну, а с чего мы начали? Что именно Валерий Федоров, всем известный человек, руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения. Я думаю, что именно Валерий Валерьевич ответит на этот вопрос, как Россия определяет понятие Родины с течением времени. Валер. Спасибо. Добрый день. Я попрошу поставить нашу презентацию. Вот тот опрос, о котором Наташа сказала, мы действительно провели совсем недавно. Данные очень свежие. С пылу с жару. Но там в некоторых случаях я еще буду на более ранние наши исследования ссылаться, там, где это будет уместно. Опрос был общероссийский, репрезентативный, 1600 респондентов, 80 регионов Российской Федерации, погрешность измерения 2,5%. То есть это опрос другого типа, чем проходит на сайте Национального центра «Россия». Он репрезентативный, значит, представляющий мнение, практически всех граждан нашей страны. Но хочу на самом деле похвалить коллег. Все-таки тот опрос, который вы проводите, он тоже очень интересный. Почему? Потому что он дает возможность людям, подумать над этим вопросом, и, сказать что-то интересное, яркое, индивидуальное. Это всегда полезно. То есть в нашей, терминологии это такой открытый вопрос. И он тоже вносит свой вклад. А дальше расскажу о результатах. Первый вопрос прозвучал у нас. Очень просто. Скажите, пожалуйста, что для вас значит Родина? Можно было давать до 3 ответов. Многообразие огромно ответов, которые мы получили. Поэтому здесь, чтобы представить результаты, мы их сгруппировали. Получилось несколько таких кластеров. Самый обширный кластер, порядка 56% от всех ответов, дом. Кластер «Дом». Это место, где родился и вырос, это земля, это край, это все то, что меня окружает. То есть такие территориальные от микро до макромасштаба ассоциации. Второй кластер – это семья. Семья и связь поколений. Сюда вошли такие ответы, как близкие, дети, друзья, предки, родители, семья, родственники. И третий кластер, тоже весьма широко представленный, это мы его назвали ценности. Ценности у нас разные, но их объединяет то, что все это очень важно для нас. Что это за ценности? Жизнь, смысл жизни, гордость за страну, любовь к родине, патриотизм, уважение, защита Родины, мир, безопасность.
Вот такие главные ответы или группы ответов. Что означает «Родина»? Следующий вопрос у нас звучал несколько иначе. Вот, это называется метод свободных ассоциаций. Вот. Что первое вам приходит в голову, когда вы слышите слово «Россия»? Да? Тоже провели кластеризацию. Вот 3 главных варианта, по сути. Да, повторюсь, это тоже был открытый вопрос, то есть мы ничего не предлагали, люди называли сами, и можно было до 3 ответов дать. Так вот, 3 группы почти равные по представленности, там 23-25% каждый. Первая группа. Россия – это Родина. Родина, родная, родился здесь, дом, моя страна, наша страна, живу здесь и так далее. Первая группа. Вторая группа. Россия – это патриотизм, это национальная гордость. Сюда вошли такие ответы, как гордость, любовь, любимая страна, радость, рад, что живу в России и прочее. И третий кластер – Россия – это нечто великое. Да? То есть ассоциация, главное, со словом «величие». Большая, бескрайняя, необъятная, сильная, сильные люди, великая держава, мощь и так далее и тому подобное. Вот 3 таких главных вектора, 3 главных группы ассоциаций, связанных с Россией. Все остальные менее представлены, хотя тоже есть. Вы видите, там природа, народ, история, культура, государственные символы. Но вот эти 3 направления доминируют. Теперь немного поговорим о ценностях. Семья, да, действительно, семья – это ценность номер 1. И не просто семья, а желательно, чтобы крепкая. Вот мы этот вопрос задаем уже не первый год. Вот смотрите, 23-й год, 24-й, 25-й, везде семья на первом месте. Причем результат такой довольно устойчивый, 67-68%. То есть это больше 2/3 называют именно крепкую семью той ценности из длинного перечня. Здесь уже мы давали перечень. Этот перечень не мы придумали. Он в указе 809 президента о традиционных духовно-нравственных ценностях. Этот перечень присутствует, и вот люди выбирают. Смотрите, последние 3 года у нас были очень бурными, очень насыщенными, вот, турбулентными даже во многом. Но семья, крепкая семья стоит на первом месте. Вообще, как говорилось в старой рекламе, стихиям не подвластен. Не подвластно, да. Так что начинаем с семьи, и в семью уже приходим. Дальше здесь мы видим иерархия ценностей из этого указа. Вот, назову только несколько очень популярных, такие как историческая память, преемственность поколений, гордость за страну, жизнь, достоинство, права и свободы человека, единство народов России. Ну, дальше меньше. Вот, но главное, мы видим, да, в центре всего крепкая семья. Еще немного о традиционных российских ценностях поговорим. Вот. Попросили мы наших респондентов назвать традиционные российские ценности, которые они знают. Тут без подсказок. Соответственно, каждый называл то, что думал. Что получается? Тут уже 5 кластеров сформировалось. На первом месте опять-таки ценности, связанные с семьей. Тут крепкая семья, дети, забота о детях, многодетность, брак, воспитание детей, уважение к старшим, забота о пожилых членах семьи. Вот это у нас в центре, в фокусе внимания. На втором месте ценности, которые мы назвали патриотическими. Любовь к родине, служение Отечеству, историческая память, преемственность поколений, единство народов России, многонациональность, патриотизм. Это тоже считают люди традиционными российскими ценностями. Дальше гуманистические ценности. 3-й кластер. Да. Тут человеколюбие, милосердие, сострадание, дружелюбие, гостеприимство, щедрость, взаимопомощь, взаимоуважение, нравственность, бескорыстие, мир, гуманизм. Тоже, что интересно, эти ценности воспринимаются как традиционные российские, не как чуждые, привнесенные кем-то, когда-то, откуда-то к нам. Вот. Нет.
как традиционные российские. Это очень интересный момент, раньше я с ним не встречался. Что еще? Культурно-религиозные ценности. Тоже довольно часто об этом говорят, относят их к традиционным российским. Что здесь? Здесь духовность, христианство, православие, русская культура, русское искусство, национальные праздники, терпение, толерантность, терпимость, даже покорность. Значит, интересный поворот. И религия. Да. И на таком последнем месте здесь группа, которую мы назвали «Национальные ценности». Вот. Сюда включили независимость, суверенитет, государственность, развитие страны, великая страна, стойкость, сила, мужество, благополучие, благосостояние и так далее. Ну, все это, конечно, группировка. Вот. К ней могут быть претензии, можно их по-другому как-то сгруппировать. Ну вот, тоже вариант перед вами. Вот. Главное, что я бы здесь хотел подчеркнуть, этих ценностей много, они разные. Вот, но в фокусе все-таки в центре всегда остаются именно семейные ценности. Подведем короткие итоги. Я бы 4 вывода предложил. Вот. Первый. Родина для нас сегодня – это не просто география, вот, это не штампик в паспорте, в конце концов. Это такое пространство тепла, защищенности, опоры. Это родной дом, это семья, это крепкая связь поколений. А также чувство гордости и уважения к своей стране, живая культура, а также память об истории и единство народа, живущего здесь. Второй вывод. В качестве главных трендов восприятия России мы видим ощущение личной принадлежности. То есть я здесь живу, это мой дом. Далее патриотизм, любовь к родине. И представление о своей стране как о стране не просто одной из многих, а о стране уникальной, большой, сильной и великой в полном смысле этого слова. Третий вывод. Семья, крепкая семья в абсолютном приоритете, стабильно на первом месте, играет роль ключевой традиционной ценности. Ну и также мы зафиксировали высокий уровень значимости ценностей, связанных с коллективной идентичностью и сплочением народа в эти непростые времена. И завершающий вывод. Представление наших граждан о традиционных российских ценностях также в первую очередь концентрируется вокруг семьи. В общем, семья – это не только ячейка общества, как говорится, не только базовый социальный институт, но это также эмоциональное и нравственное ядро нашей коллективной идентичности. В первую очередь семья и патриотические установки, любовь к родине, историческая память и единство наших народов. Если кого-то это исследование заинтересовало, но цифры не успели записать, вот, пожалуйста, можно по QR-коду пройти. Сейчас буквально через 20 минут мы эту презентацию опубликуем, она всем будет доступна. Спасибо. Спасибо большое. Наталья Сергеевна, прежде чем перейдем к вопросам от СМИ, вы сказали, что вопрос – это первая часть большого проекта Национального центра России. А что дальше? Можете здесь тоже подсказать? Ну да, мы с коллегами решили не ограничиваться исключительно опросом. Во-первых, Валер, спасибо огромное, потому что это интересно. И все-таки было мне очень интересно, что когда ты говорил про родину, все-таки слово «покорность» тебя немножко удивило, покорило, да? Я, правда, большое и спасибо, что приехал выступить. И такая интересная работа, с удовольствием послушала. Но мы решили не ограничиваться опросом, потому что у нас есть люди, более профессиональные люди. И, безусловно, все выводы по итогам опроса, они лягут в основу мероприятий в рамках следующих этапов. И следующий этап уже очень скоро, это с июля по сентябрь, у нас мы проведем серию из 7 тематических встреч. Родина — это люди. Мы поговорим о роли человека в достижениях нашей Родины. Мероприятия, для нас это большая честь, мероприятия эти пройдут при участии заместителя председателя правительства, а также лидеров мнений и региональных представителей отраслей. Поэтому мы ждем очень, это будет очень интересно, мы очень надеемся, что такая первая встреча пройдет с вице-премьером Татьяной Алексеевной Голиковой.
Еще одним этапом станет серия мероприятий под названием «Родина – это служение». Это такие встречи с выдающимися представителями различных профессий в формате открытого диалога. Всех приглашаем. Я думаю, что это будут очень интересные встречи. И они пройдут в период с сентября по октябрь. А с ноября по декабрь мы ждем глав субъектов, наших губернаторов, где поговорим о развитии регионов, сохранении традиций и единства народов нашей страны. Вот такие у нас планы. Очень надеемся, что разговор, судя по тому, по результатам опросов, которые мы видим, я думаю, у нас разговоры будут очень интересные. Мне кажется, этот разговор, особенно сегодня, крайне важны. Вот такие у нас планы. Спасибо всем, кто принимает участие в реализации этих планов. Спасибо большое. Мы уверены, что у Национального центра России все получится прекрасно с этими планами. Уважаемые коллеги, давайте переходить к вопросам. Russia Today сегодня, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Спасибо большое, во-первых, за проведенное исследование, очень интересный опрос. И хотелось бы узнать, были ли какие-то специальные условия для участия во всероссийском опросе, с чего начинается Родина? И сразу же второй вопрос. Были ли какие-то ответы, которые в регионах прям сильно отличались и вас впечатлили? Это, наверное, ко мне, да? Да. Условий у нас не было абсолютно никаких. Кроме уважительных, что в этих ответах должно быть уважение. А условий не было от мала до велика, абсолютное творчество каждого человека. Вы знаете, да мне сложно сказать. Наверное, каждый ответ, он был уникальным, вот правильно говорит Валера, потому что было время подумать и сказать. Поэтому что-то, наверное, выделять я бы не стала. Самое главное, что когда я смотрела эти ответы, там в том числе отвечали люди, которых я давно знаю, мне было интересно их послушать. Меня эти ответы саму заставили задуматься, что такое Родина. Спасибо. Да, Наталья Сергеевна, позвольте, здесь справку клали по поводу мероприятия. В тему вашего вопроса, там же еще, насколько известно, из разных стран были ответы, не только из России отвечали на этот вопрос. Да, у нас было с разных стран, но я искренне хочу сказать, что, безусловно, наши ближайшие соседи, что очень приятно, что у всех самое главное — это семья, то, о чем мы говорим, и традиционные ценности. И для нас очень приятно, когда вот мы читали, слушали и взрослые люди, и очень молодые люди, абсолютно разных национальностей, разных государств. Все-таки Родина для большинства — это традиционные ценности и, конечно, в первую очередь семья, поэтому здесь какой-то, к счастью, для нас революции нет. Я не знаю, может быть, я не так внимательно слушала, но мне кажется, Валер, и у вас в вопросе все равно еще пока превалирует такая достаточно традиционные ответы, да? Если не считать покорность. Человек такое интересное существо. Мы его исследуем всю жизнь. Думаю, и когда в гроб сойду, значит, многого буду не понимать. Это нормально. Да, можно сказать, что человек неисчерпаем как атом. Так вот, к чему эта подводка? Знаете, чем больше кругом перемен, чем выше турбулентность, чем непонятнее, куда мы, движемся или куда влечет нас рок событий, тем больше нужна опора. И тем крепче мы держимся за то, в чем мы уверены. И это, конечно же, наша семья в первую очередь. Это наша защита, опора, то, что всегда с тобой. Это Родина, безусловно. И это, я бы сказал так, наша коллективная память. Да? То есть это неисчерпаемый такой резервуар образов, идей, примеров, на которые мы можем опираться, когда тяжело, когда трудно, когда тревожно. В этом, я думаю, главный секрет того, что семья, Родина и
традиция, да, история в эти непростые, я бы сказал, даже революционные времена, когда все меняется со скоростью света или даже быстрее, оказываются востребованы гораздо больше, чем раньше. Ну, я единственное хочу сказать, вот мы так почувствовали с коллегами, что у нас принимали участие, записывали видеообращения и из Германии, из Канады, из Камеруна, из разных стран, но все-таки, наверное, такое вот прям ощущение родины, она, наверное, есть именно в нашей стране. И я думаю, что это связано в первую очередь с тем, что мы за многие века сформировались как очень многонациональное государство, и мы научились вместе жить дружно. Мы недавно с коллегами были в Кабардино-Балкарии. Там даже вот в этой не очень большой республике, но невероятно красивой и богатой, живет очень много национальностей. Даже в одном названии республики уже 2 национальности. Но насколько дружно, тепло они там вместе живут, и с какой любовью они относятся к любой другой национальности. Вообще вот все время говорят Кавказ, дело тонкое, но там везде чувствуется вот это гостеприимство и самое главное любовь к земле, вот к родине. Вот это очень важно, и мне кажется, это чувствуется именно у нас, вот это какой-то вот трепет, что ли. Трепет, наверное, даже вот к земле особенно. Вот у нас, наверное, вот мы даже с Валерой тоже перед этим выходом разговаривали. У нас родина, она такое очень иррациональное. Мы к родине отношения, мы даже, наверное, это вот очень от сердца у нас. Спасибо большое. А можно я добавлю, Конечно. почему? Это вот, кстати, очень важная характеристика иррациональность. Мы обычно к иррациональности относимся так критически. Что он там действует под влиянием эмоций? Да. А нужно мозги включать. Нужно рационально действовать. Да, вроде бы. Но есть некоторые ценности, к которым с рациональным таким подходом неправильно вообще заходить. Вот земля. Если к ней подходить рационально, это значит, слушайте, это земля. Что такое земля? Она бывает разного качества. На одной может что-то вырастить, а другую возделывать бессмысленно, только больше вложишь, чем получишь. А нужна ли она нам? А может, продадим ее тем, кому она больше нужна? То есть когда к земле подходишь с сугубо рациональных позиций, эта священность, сакральность, иррациональность отношения к родине, а оно всегда такое, она уходит. И, например, в этом контексте вопрос о Курильских островах, помните, дискутировался в свое время, а почему бы нам не договориться? Вот такая высокотехнологичная держава богатая рядом находится, Япония, им это так надо. Давайте им уступим, бог с ним, зато будем дружить, они у нас там будут покупать газ, нефть, нам роботов поставлять, все будет замечательно. Вот рациональный подход. Да? Ничего подобного. Как только такая перспектива замаячила, мы зафиксировали просто всплеск негативных чувств у людей. Они говорят, ребята, это наша земля. Ее отдавать никому нельзя. Это предательство. И никакие воздушные замки и фантастические обещания, которые вы тут, строите, нет. Даже если бы они сбылись, это не окупает. Это вообще другая совершенно стихия, другая модальность, другое измерение, и оно гораздо важно. Поэтому да, мы говорим, мы все взрослые люди, рациональные, привыкли все рассчитывать. Да, но когда речь заходит о таких категориях, о таких вещах, иррациональное, такое более стихийное, фундаментальное, чувственное, эмоциональное, оно выходит на первый план. Это и есть ядро. Это то, что мы можем пытаться как-то рационализировать, но это, я бы даже сказал, в каком-то смысле сильнее нас. Это представляет собой фундамент нашей коллективной идентичности. Это скорее уже он нами управляет, чем мы им, если так всерьез. Спасибо. Я сейчас просто, извините, позволю себе еще одну фразу. Сейчас Валера перечислял прилагательные, и мне поразительно, что он иррациональное и фундаментальное
Валер, у тебя оказалось, ну, по-большому синонимичным. И это, конечно, удивительно. Я никогда об этом не думала, что иррациональное — это фундаментальное. Очень, извините, просто поделилась. Спасибо большое. Переходим дальше. РИА Новости. Добрый день, Наталья Сергеевна, Валерий Валерьевич. Вопрос к вам, Наталья Сергеевна. Вы в ходе мероприятия сказали, что в рамках проекта пройдут 7 тематических встреч с вице-премьерами. Скажите, пожалуйста, по какому принципу выбирались темы этих встреч? Кто откроет этот цикл и о чем пойдет речь в первой такой встрече? Спасибо. Ну, я уже говорила, что мы просто, проанализируя наши вот уже получивших 700 ответов, то мы увидели вот эти основные блоки ответов, тех образов, которые ассоциируются с Родиной. И вот проанализировав, мы и решили пойти вот этим путем 7 тем. Первое — это, безусловно, как мы уже говорили не раз, это семья, дом, то есть то место, где родился, вырос. Это традиции, патриотизм, достижения, лидерство и инновации. Молодежь, дети, благополучие, безусловно, благополучие. И вот, по сути дела, вот эти вот блоки 7, которых мы выделили, еще раз повторю, исходя из ответов, которые мы получили на нашем сайте, мы сформировали программу будущего этапа и решили, что это будет Родина, это люди. Первый, я уже тоже вскользь сказала, что первый выступит первая встреча уже будет 21 июля, и выступит Татьяна Алексеевна Голикова, вице-премьер, которая курирует, все знаем, социальную сферу, очень важную. И, конечно, для нас очень важно вот это первый разговор, и мы очень благодарны Татьяне Алексеевне, что она к нам придет. О чем она будет говорить, Татьяна Алексеевна сама все расскажет. Спасибо большое. Мне кажется, еще очень здорово, что такие разговоры и встречи как раз проходят в Национальном центре России, который по большому счету для этого и создан. Для гордости, для иррационального, для фундаментального в каждом человеке, который в нашей стране живет. Еще у нас есть выпускники школы юного журналиста Национального центра России. Сегодня они впервые уже в статусе выпускников проекта как настоящие журналисты. И у них тоже есть вопросы. Пожалуйста, ребят. Здравствуйте, меня зовут София Яхина, я выпускница школы юного журналиста Национального центра «Россия». И свой вопрос я бы хотела задать Наталье Сергеевне. Наталья Сергеевна, как вы считаете, важно ли вовлекать молодежь в обсуждение тем, которые будут затронуты в ходе цикла встреч? И почему? Спасибо. Я думаю, что мы так часто об этом говорим, и в первую очередь, конечно, президент, у нас вообще особое отношение к молодежи и к детям в стране. Хотя, Валер, мы тоже еще, повоюем. Верхняя планка молодежи постоянно отодвигается. Да. Ребят, конечно, для этого мы делаем в школе юного журналиста, в Национальном центре России создана школа юного экскурсовода, школа юного журналиста. У нас прекрасная зона движения первых, где все время бурлит жизнь. И вы знаете, я когда... Ты все время, когда много работаешь, ты живешь в определенных стереотипах. И мы привыкли там бурчать, что вот у нас молодежь мало читает и так далее, или еще что-то не так делает. Я вот когда начала работать в Национальном центре России, хочу сказать, у нас настолько талантливая молодежь, у нас настолько она патриотичная, настолько умная, вдумчивая, настолько смелая и, на удивление, настолько читающая молодежь. Конечно, и когда мы рядом с вами, мы чувствуем вот эту энергию, эту радость жизни. Тем более вы мечтаете, мы мечтаем, потому что с возрастом, наверное, под вот этим грузом
разных стереотипов, сложностей, может быть, где-то страхов, ты все меньше и меньше начинаешь мечтать. А когда поговоришь с молодежью, думаешь, да нет, надо только мечтать, мечтать и еще раз мечтать. Вот, поэтому обязательно, потому что Родина, мы же там, вот мы, кто повзрослее, мы же очень надеемся, что вы ее будете так же любить, как мы ее любим. Мы очень надеемся, что вы также будете ее беречь, делать лучше, богаче, интереснее, безопаснее. Поэтому нам очень нужно с вами разговаривать. Мы очень надеемся и верим, и в этом наше, наверное, главное спокойствие, что для вас наша Родина, это вот наша Россия, она для вас такая же ценность, как и для нас. Вот как Валера говорил про Курилы, что вы тоже не можете допустить мысли, что можно отдать свою землю. Вот поэтому это, конечно, поэтому вы знаете, как мы к школе юного журналиста относимся, с какой любовью. И она у нас получается. И вам, ребята, спасибо огромное вот за такой интерес и такое трудолюбие. Ну и, конечно, любовь к родине. Да, здесь хочется сделать еще акцент, раз уж мы говорим про молодежь. Вы сказали, что по результатам опроса на сайте Национального центра «Россия», да, там заметен определенный крен молодежи, в том числе в традиционной центрости. Валерий Валерьевич, а вообще как поменялась эта ситуация? Вот если посмотреть назад, то, как сейчас отвечает конкретно молодежь на вопрос про приоритеты и ценности, и то, как вообще россияне стали отвечать на вопрос про приоритеты и ценности. Есть ли динамика? Ну, вы знаете, молодежь же она первой, хватает все новенькое, вот, значит, разглядывает это все, как-то примеряет на себя, значит, что-то подходит, что-то нет. И что касается традиционных духовно-нравственных ценностей, ну вот несколько лет уже эта тема развивается достаточно интенсивно. Вот сначала многие удивлялись, хмыкали, что такое, вот, а потом, вы знаете, зашло. Вот действительно зашло. Для меня самого было большим удивлением. Ну, я же давно, значит, этим делом занимаюсь, но удивляться не перестаю. И действительно я был удивлен, насколько быстро, интенсивно зашли традиционные ценности. Вот. Не все. Там есть некоторые сложные темы. Ну, какие, чтобы без секретов. Вот коллективизм, там есть такая ценность. Вот коллективизм, с ним есть большие сложности. Само слово даже звучит как-то несколько архаично. Вот. И, например, созидательный труд. Вот тут тоже есть некоторые такие разночтения. Но в целом вот из этого длинного списка 17 ценностей абсолютное большинство вот реально зашло. Произошел, так сказать, на мой взгляд, мэтч, как сейчас, да, говорится. То есть, с одной стороны, общество в смятении, общество в поиске, общество в тревоге, общество в эмоции. Нужна опора. Вот. И здесь предлагается список ценностей, который, ну, вы знаете, во-первых, он правильно выстроен. Там все действительно выстроено вокруг абсолютной ценности, разделяемой всеми. Крепкая семья. А дальше ценности, они такие довольно разнообразные. Из разных наборов. Например, есть ценность жизнь. Да, права и свобода человека. То есть это то, что раньше называлось общечеловеческими ценностями. Да? Вот. Есть ценности, связанные с традицией, такие как историческая память, прежде всего, преемственность поколений. Вот. Ну, то есть набор такой достойный, да, есть что выбрать, и друг другу они, в общем-то, не противоречат. Поэтому действительно, так сказать, зашло очень органично, очень мягко. Вот. И даже, знаете, такое есть интересное наблюдение. Они сформулированы так довольно абстрактно. Ну, жизнь. Что такое жизнь? Ценная жизнь. Да, все за ценность жизни. Безусловно, жизнь – это очень важно. А что это за жизнь? А как ее расшифровать? И тут начинаются дискуссии. Кто-то говорит, жизнь – это значит боремся с младенческой смертностью. Жизнь – это значит вкладываем в поддержку серебряного возраста, продолжительность жизни и так далее. А кто-то говорит, а вообще-то важнее не земная жизнь, а жизнь вечная. Вот. И это, кстати, голос такой достаточно авторитетный. Вот.
И вот смотрите, эта дискуссионность некоторых понятий, да, она, как ни парадоксально, сыграла очень позитивную роль. Очень позитивную. Мне сначала казалось, надо было четко сформулировать, что за жизнь-то, или там, что за созидательный труд, что вы вообще понимаете под этим, и как нам под этим понимать. Сформулировано не было. Были даны очень такие общие формулировки верхнего уровня. И началась самодеятельная расшифровка, такой необъявленный конкурс, кто во что гораст, кто что понимает под этим. И это оказалось очень интересной и продуктивной работой. То есть люди стали находить в этих формулировках что-то близкое, понятное себе. Понимаете? То есть это уже пошел рефлексивный этап. Не просто, знаете, выучить и разбудишь тебя ночью. Какие ценности? И ты так ба-ба-ба-ба-ба. Протарабанил и лег спать дальше. Все, отстали. Спокойно. Нет, это несерьезно. Несерьезно. Мы это все проходили в позднее советское время. Послевкусие так себе, прямо скажем. Здесь совершенно другой подход. То есть здесь нужно, как говорят социологи, эти ценности интериоризировать, из внешних их сделать внутренними. И этот процесс, мне кажется, идет сейчас и достаточно интенсивно. И у молодежи в первую очередь, конечно. Идет или произошел? Приоритеты уже сменились? Идет. Спасибо. И будет идти дальше. Спасибо. У нас остается время на один вопрос. Также предлагаю школу юного журналиста. Пожалуйста. Добрый день, меня зовут Николь Рожко, и я повторюсь, я выпускница школы юного журналиста. Мы сегодня много говорили о результатах опроса. Наталья Сергеевна, а с чего начинается Родина для вас? Спасибо. Николь, спасибо большое. Я на самом деле действительно, честно скажу, у нас ребята, кто являются во многом авторами этого проекта, меня несколько раз просили, чтобы я записала комментарий, но я не записывала, потому что я все время об этом думала. И сейчас, когда ехала сюда, еще думала, все-таки это непростой. Здесь Валера правильно говорит, что иногда нужно очень долго подумать. Во-первых, вы знаете, у нас есть очень красивая песня советская «С чего начинается Родина», там чудесные слова. Но то, что касается меня, это... То есть и там в этой... Помним, да, Валер, всю эту песню? Там очень много... Марк Бернес, кажется. Да, и там очень много, с чего она начинается, и, мне кажется, ни с одним словом нельзя не согласиться. Но все-таки для меня Родина в первую очередь начинается с любви. То, что, наверное, сейчас Валера правильно сказал, это такое очень иррациональное чувство, как оказывается, фундаментальное. И для меня Родина начинается с любви. Любви к маме, к папе, к своей семье, безусловно, к земле. Безусловно. У меня так сложилось, что у меня есть места, в которых... я не знаю, мне все говорят, почему ты все равно туда ездишь? Я, в силу разных причин, я там чувствую, что я это люблю, а поэтому я там счастлива. Например, для меня Алтай — это родина моя, я там счастлива. Я очень люблю Крым, очень все знают, каждое лето там провожу, потому что я его люблю. Там это иррационально. Все говорят, может быть, ты этим летом в другое место поедешь. Я не хочу в другое место, потому что я люблю Крым. Или в Московской области есть такой маленький, очень красивый город Зарайск. В силу разных причин у меня тоже с ним связано, и я тоже его люблю. Это и есть моя родина. Безусловно, Москва, в которой я живу, столица нашей Родины. Мне всегда спрашивают, почему? По разным причинам я просто испытываю чувство любви к этим местам, к этим людям. И это и есть моя Родина. Спасибо большое за ваши ответы. Благодарим за выступление, вас за участие. В завершении напомним еще раз, что в ближайшее время в Национальном центре России стартует следующий этап проекта «Родина – это люди». 7 встреч, посвященных основным символам Родины в представлении россиян. В этих встречах примут участие заместители председателя правительства Российской Федерации, лидеры мнений и участники из разных регионов нашей страны. 21 июля ждем вас на первой такой встрече, которая пройдет с Татьяной Алексеевной Голиковой, где мы поговорим о семье. Что ж, друзья, всем спасибо и до новых встреч в Национальном центре России.